Погода стоит отличная, но с современными устройствами, с современными грилями, мангалами, да и вообще с нашими современными домами мы готовим мясо на свежем воздухе едва ли не круглый год. Тем более, что у меня сегодня мой главный герой – это Green Kamado. Что это такое? Ну, по сути дела, гриль, но он изготовлен из достаточно толстой керамики, плюс внутри у него вкладыши, которые утяжеляют вот эту зону нагрева. И этот гриль, в общем, максимально приближен к тандыру, только гораздо удобнее, чем тандыр. На нем можно приготовить что угодно, как угодно, очень широкие возможности. Но я сегодня хочу приготовить очень простое блюдо. Говяжьи ребрышки. 9 августа покупал. Они пролежали в вакуумной упаковке в холодильнике в плюсовой камере. И благодаря этому теперь мясо стало гораздо мягче. Но тем не менее, у меня есть задача приготовить это мясо идеально, так, чтобы получилось прямо вот очень-очень хорошо. Для начала надо соскоблить, как-то срезать вот эту пленку, которая проходит по задней стороне ребрышек. Зачем? Почему? Ну, эта пленка, она работает как резина, особенно тогда, когда все начинает нагреваться. Мы нагреваем, а пленка стягивается, мясо коробится, и из-за этого выпускает из себя весь сок. Поэтому, насколько возможно, зачистите ребрышки с тыльной стороны. Ну вот и все. Убрали здесь от силы 25 грамм, 1,5 килограмма мяса теперь стали гораздо лучше, гораздо мягче. Но дело в том, что аналогичные по свойствам пленки находятся и вот здесь, внутри ребрышек. Понимаете, здесь все слоями. Немного жира, вот это точно такие же фасции, точно такие же пленки. Потом мясо, потом опять фасции и снова мясо. Ничего не поделаешь. Так устроено мясо. Но дело в том, что вот эти пленки, если их готовить во влажной среде, ну, буквально вот варить либо тушить, они со временем разбухают, становятся очень ароматными. И более того, вот именно от таких пленок начинают липнуть губы. То есть, понимаете, это ровно то, что мы хотим получить от мяса. Но как же справиться? Вот и мясо приготовить, и вот эти пленки, чтобы разбухли. Ну, во-первых, в самом мясе достаточно много влаги. Во-вторых, у нас есть продукт, который, ну вот, просто никак не может испортить вкус мяса. Я имею в виду лук. Нарезайте лук очень толстыми кольцами, прям вот почти что сантиметр. Теперь берем кусок фольги, поперек него расстилаем кусок бумаги. Вот так вот, крест-накрест. Разложите лук по бумаге. Вот, собственно говоря, на самом этом луке и будут лежать ребрышки. И для того, чтобы ребрышкам было приятнее лежать, на каждый лучок по маленькому лавровому листику. Понимаете, будет и сочно, и влажно. И вы знаете, что лук отлично улучшает вкус мяса и размягчает его. Так мало того, теперь у нас все получится еще и гораздо ароматнее. Немного соли прямо на лук, для того, чтобы мясо снизу тоже там просолилось, да? Вот так, достаточно. Уж если мы заговорили про ароматы, как не положить веточку розмарина? Розмарин просто чудесное растение. К мясу подходит идеально, хоть к баранине, хоть к говядине, хоть к рыбе, к чему угодно подходит розмарин. И ничуть не хуже розмарина работает тимьян. Кому-то нравится розмарин, кому-то нравится тимьян, пусть будет и то, и другое. Это вот все снизу, мы этого есть не будем, не беспокойтесь. Просто пускай лежит и все. Ну, теперь следует посолить сами ребрышки. Вот эти преобразования с пленками, жилками, в общем, со всеми теми продуктами, которые содержат коллаген, происходят при температуре порядка 70 градусов. И на это потребуется примерно час времени, не меньше, для того, чтобы они разбухли и размягчились. Так вот, необходимо создать условия, чтобы здесь в течение часа было достаточно влажно, и чтобы мясо нагрелось вот до этих самых
75 градусов. Выше пока не надо. Давайте еще и сверху чуть-чуть тимьяна положим. А? Хорошо же будет. Хорошо. И снизу пахнет, и сверху пахнет. Потом, когда все будет готово, убрали его, и все. Мясо имеет буквально волшебный аромат. Закрываем бумажкой. И сверху фольгой. У нас получается эдакий конвертик. И у нас получается чудесный конвертик, который, в принципе, сейчас не важно, куда поставить. Можно и в духовку поставить. Но самое главное, чтобы поддерживалась стабильная, одинаковая температура. Чтобы внутри куска мяса мы тоже могли контролировать температуру. Как же это сделать? Да вот есть у меня термометр, который я вас уговариваю купить. У меня вот этот работает уже 18 лет. 18 лет работает. Купил за копейки. И такие термометры спасают куски мяса, кур, гусей, уток. Спасают от безнадежной порчи. Вот здесь мясо было довольно толстое. Вот сюда-то и воткнем щуп термометра. Сам термометр будет, разумеется, снаружи. И все, пошли на гриль. В гриле уже давно горит уголь, и он разгорелся до 250 градусов. Это слишком много. Ничего страшного, мы его сейчас утихомирим. Здесь все очень просто. Все регулируется так, что можно получить любую температуру, буквально как в электрической духовке. Но просто хорошо, очень грамотно устроен вот этот гриль Камада. Мясо переносим в гриль. На сколько часов я его оставляю здесь, я вам сказать сейчас не могу. У меня есть термометр. До тех пор, пока мясо не нагреется до 75 градусов. И после того, как оно нагреется до 75 градусов, я убавлю нагрев еще для того, чтобы температура внутри куска мяса не росла. Как же мне отрегулировать? Потому что вот эта температура 220-230 градусов, это слишком много, не надо. А вот здесь есть, во-первых, регулировка дымохода. Оставляем совсем чуть-чуть. И есть еще одна регулировка. Идите сюда ко мне поближе. Видите, сейчас воздух проходит через сеточку. Но можно и эту сеточку просто пластинкой перекрыть, оставить да вот так. Вот так. Буквально как несколько спичек. Вот столько воздуха будет проходить к углю, и уголь будет тлеть равномерно, никуда не торопясь. Тепло, сам гриль уже достаточно накопил, тепло проходит сквозь фольгу и бумагу со всех сторон, так что осталось просто подождать. Идите развлекаться. Волейбол, бассейн, батут. 2 часа простояло мясо под крышкой, я открыл, потому что температура здесь уже даже и 80 градусов. Но это как раз вот та температура, при которой мясо, что называется, томится. Понимаете, но сейчас получилось томленное мясо. Но еще не мясо-гриль. Ничего страшного, у нас есть все необходимое для того, чтобы сегодня просто очень вкусно покушать. Пусть теперь гриль разогревается как положено, приоткроем все задвижки, пусть уголь разойдется. И нам осталось только вынуть это мясо, посмотреть, каким оно стало. Видите, да, ребра повылазили. Но мясо еще ничем не напоминает мясо, приготовленное на гриле. Ну, просто тушеное, томленое мясо. А ничего страшного в этом нет. Вот сейчас пусть уголь разгорится как следует, решетка разогреется, поставим мясо на решетку, и оно очень быстро покраснеет, зарумянится. Вот сейчас мясо можно смазывать чем угодно. Многие ребята смажут мясо какими-то маринадами, густыми, сладкими заранее, потом пытаются приготовить ребрышки. И эти маринады, разумеется, за 2 с лишним часа они просто-напросто обгорают. Хотя, конечно, ребра можно готовить не вот так, не томленные, а можно там просто как стейк за 15-20 минут приготовить. Но это мясо обычное, не мраморное. Оно достаточно такое плотное, жесткое, поэтому в томленном виде оно будет выглядеть лучше всего.
Как вкусно! Бульончик. Пристроить бы куда-нибудь. Ну, теперь уже, разумеется, мясом вниз. Но теперь, прежде чем закрыть крышку и оставить мясо на запекание, я вставляю еще раз термометр. И теперь я хочу довести его градусов до 90, 94. То есть мясо сегодня не будет розовым внутри. Оно будет так, как бабушка любила. То есть серое, полностью приготовленное. Но я надеюсь, что при этом оно будет очень мягкое. Мы просто пошли другим путем. Дорогие друзья, вот это моя книга номер 5. Она есть уже у многих из вас. Радует. Очень полезная, очень красивая, очень большая, очень тяжелая. А вчера начата печать 11-й книги. Книги о татарской кухне. Книга будет называться «Земля, душа и еда татар». По размерам, вот по таким физическим размерам, она будет вот такая. То есть еще больше, чем книга «Казан». Только она будет еще толще. Здесь 280 страниц. А в татарской книге получилось так, что будет 440 страниц. Дешево такая книга стоить не может. Но начиная с издания моей самой первой книги «Казан-Мангал», каждый раз я устраивал для моих подписчиков особые акции по продаже книги. И вот пока еще книга не поступила на склады, вы можете оплатить эту книгу по значительно сниженной цене. Ну, скажем, до 1 октября. Просто заходите на мой сайт stalik.ru. Здесь сейчас напишу вот stalik.ru. Прочитали, да? Ну, запомнили? Наберите в интернете, заходите на этот сайт, там найдете эту книгу. Ее можно заказать либо с автографом, но тогда уже без скидки, либо с хорошей скидкой. Выбирайте, что вам нужнее. И вы получите эту книгу первыми. Кстати говоря, книга о татарской кухне – моя первая книга, которая издается не только на русском языке, но вот прямо сейчас одновременно с русским тиражом печатается еще и небольшой английский тираж. Если у вас где-то есть родные, друзья, знакомые в тех странах, где не говорят по-русски, вы можете приобрести для них книгу на английском языке. Разумеется, небольшой тираж обходится дороже, чем большой тираж, поэтому книга на английском языке будет немного дороже. Но нам-то с вами что беспокоиться? По-русски она будет стоить своих денег, я вас уверяю. Так что поторопитесь. После 1 октября уже не просите о скидках. Будет та цена, которая все равно дешевле себестоимости этой книги. Потому что мы можем продавать эту книгу вот по тем ценам, которые вы увидите на сайте, только потому, что у нас были хорошие спонсоры. А если бы без спонсоров, вот чисто на коммерческих условиях, цена этой книги должна была бы быть минимум 15 тысяч рублей. Да она и выглядит на все 15. Я тут, пока вас не было, пока вы рекламу смотрели, переворачивал. Потому что посмотрите, какого красивого цвета стало мясо. Это уже просто великолепное. Уже великолепно. Но давайте наберемся терпения и все-таки доведем до температуры, которую мы сами себе назначили. До температуры чуть выше 90 градусов. Пусть еще немного попечется. Пока мясо было завернуто в бумагу, потом еще в фольгу, и на самой минимальной температуре томилось в этом гриле, в этой печи, все происходило очень медленно. 2 часа ушло на то, чтобы нагреть мясо до температуры 75 градусов. Еще почти что час мы держали в таком состоянии. А вот теперь, когда уголь светит на мясо напрямую, все краснеет и готовится буквально стремительно. И я приготовился приложить усилия, чтобы проникнуть внутрь этого мяса. А вилочка-то раз и провалилась внутрь мяса.
Ну, а этот кусок давайте разрежем. Давайте посмотрим, каково оно, как получилось-то мясо внутри. Ух! Видали? Видали, как из мяса брызгает сок? Ну и вот такое у нас мясо. Да. Даже если это мясо остынет, оно все равно будет выглядеть прекрасно. Я вас уверяю. Таким мясом можно и пообедать прямо сейчас, так сказать, в рабочий полдень, а можно и позавтракать. Поэтому все, что мне остается сделать, это разложить красиво вот эти отрезанные кусочки, поднять блюдо на руки и пожелать вам приятного аппетита!